Всем привет! Меня зовут Дмитрий Луневский, и вы на канале компании Куб3, где мы обсуждаем вопросы внедрения CRM. Сегодня у нас очень необычный заказчик – это наукоемкие, инновационные, новомодные и все остальные подобные слова технологии. Мы услышим, как реально в такой сложном бизнесе поднять продажи с помощью CRM, как настроить и автоматизировать маркетинг с помощью CRM. И услышим это из первых уст человека, который внедрял CRM собственными руками, можно сказать. Итак, пошли к ним в гости. Сегодня у нас Дмитрий и Иван, старые друзья. Да, сегодня мы поговорим на тему, как мы внедряли CRM, и будет интересно с точки зрения того, что Иван был в то время, когда мы начинали проект простым менеджером, и он инициировал проект CRM. Итак, давай для начала, собственно, как вы пришли к идее того, или как ты пришел к идее того, что вам нужна в компании CRM, хотя ты был... Мы с тобой вот за кадром немножко поговорили, как вообще отвечать на вопрос, зачем надо CRM. И тут есть некая глупая ситуация, что я тебе-то не... я же тебе отвечаю на вопрос, зачем нужно CRM, да. А ты это знаешь, зачем нужно CRM. Поэтому мы зрителям расскажем, да, но мы думаем с тобой по-разному. Давайте представим, у нас есть коллеги в зале с нами. Я буду рассказывать им, зачем нужно CRM, потому что я думаю, им может быть полезно. Потом я тебя единственное попрошу делать акцент, зачем именно вам была нужна. Я думаю, это просто... давай. Сначала ты думаешь, что ты решишь какую-то одну проблему, а потом ты понимаешь, что ты, решаешь, получаешь такой некий level up. И, давайте поясню. Давай. Значит, во-первых, какой у меня опыт есть. Я, на самом деле, технический специалист. Я вообще-то преподаю в университете лазеры немножечко. И работал за станком оператором, потом менеджером по продажам стал со временем, потом, стал решать сложные задачи по продажам в сложных проектах дорогостоящих. А сейчас я руковожу маркетингом, и у меня, видите, есть взгляд человека, который что-то делает, да, человек, который это продает, и человека, который маркетинг, который, в принципе, должен об этом как-то рассказать и это все понять. Поэтому можно сказать, что у меня достаточно такая есть полная картина мира о том, что такое CRM, и давайте просто зададим такой вопрос, что понятно, что CRM – это какая-то головная боль. Вот если человек не знает, что такое CRM, да, то это какая-то система, в которой надо разбираться. Вопрос, а зачем в ней разбираться и что-то делать, он может возникнуть только в ситуации, когда тебя что-то не устраивает. Да. То есть, когда тебе, ты все ок, то так далее. Но фишка в том, что, на мой взгляд, даже если ты один, сам в себе, и сам продаешь, сам делаешь, и тебе даже не надо много людей как-то организовать, очевидно, да, что мы делаем какую-то платформу, да, CRM, наверное, люди какие-то минимальные знают, CRM все равно необходимо. Почему? Чтобы, возвращаясь, понять, для чего это надо, извините за долгое такое введение, просто я хочу сказать, что этот сам процесс продажи чего-либо, мы, когда о нем говорим, мы люди нормальные, адекватные люди, которые водят детей в школу и так далее, и которые очень плохо относятся к специальности продажник, да, не продавец, а продажник, манагер, вот эти люди, которые, в принципе, мы все есть нормальные люди, мы не понимаем, что, у нас есть почему-то такой двойные стандарты, да? Как сейчас у нас в мире, да? Двойные стандарты. Значит, если мы что-то делаем, сарай, да, взяли, досок собрали, сколотили, а это по-нормально. Но когда мы хотим сделать хороший сарай, который не развалится, и начинаем какие-то требования предъявлять, то считается нормальным, что мы чертеж составим, закупочную смету какую-то сделаем, может, даже какие-то испытания проведем на ломается, не ломается. И когда речь идет о серьезных таких вещах, как самолет и так далее, то мы вообще понимаем, что один человек самолет сделать не может. И это сложный процесс. И надо расчеты, термисты, прочнисты, аэродинамические, всякие электрические схемы и так далее.
И вот когда мы говорим про технические задачи, что-то сделать, что-то собрать, что-то такое, материальный объект какой-то, или даже нематериальный, там, какую-то программу написать и так далее, нормально относится, что мы считаем, что есть специалисты, которые какие-то узкие свои задачи решают, и вообще это ничего не сделать, если не сделать систему управления. Очень длинный заход. Очень длинная история. Давай сократим. Я как бы какую мысль хочу сказать? Продажа – это такой же производственный технологический процесс, как и все остальное. Там есть этапы, согласен, нужен процесс управления. Ну, давайте на примере, да, чтобы понятно было. Мы вот работаем с клиентами, мы производим оборудование очень такое инновационное, лазерные станки, мы их сами придумываем, делаем. И людей, которые, в принципе, понимают, что это такое и зачем это надо, их мало. И там весомая часть продажи – это как бы донести до человека, что это такое и как ему будет помогать. И сделки длинные. То есть нельзя за день взять вот человеку, который ничего не слышал о лазере, взять и продать станок. Поэтому у нас есть клиенты, которые купили что-то, предположим, после 4 лет общения и так далее. И у всех есть клиенты, которые что-то есть, и они о вас знают много и давно. И вопрос... почему я говорю, что это нужно одному человеку? Вы никогда не сможете вспомнить или как-то восстановить, что вы говорили человеку год назад, 2 года назад, 3 года назад. И для вас это сдерживающий фактор роста. У вас есть голова с ограниченной оперативной памятью, и вы не сможете туда поместить вот всю информацию, которая есть между вами и вашими клиентами. И передо мной, на самом деле, когда мы внедряли CRM, не решал я задачу просто накопить знания какие-то. А я в тот момент как-то понял, что нам нужно управлять продажей. То есть, я, Саш, сам себя завожу в ловушку, буду на тебя интересоваться. То есть, задача CRM не только взять и зафиксировать какие-то знания. Да? То есть, давайте напомним, клиент Relationship Management, да? Customer Relationship Manager. То есть, мы... Relationship – отношения. Мы копим информацию о наших взаимоотношениях с клиентами. Но это можно делать, не знаю, в блокноте, в Excel и так далее, всяких таких задачах. И вообще говорят, что Excel – это убийца всех основных систем. Да, всех систем автоматизации и так далее. Но нет. Дело в том, что CRM, хорошо настроенная CRM, и люди, которые понимают что-то в продажах, такую волшебную вещь делают, что вы с помощью накопления знаний о клиентах можете получать новую информацию. Вы вот я на сегодняшнем уровне уже понимаю, что менеджер может не оперировать ситуацией, что мне сегодня надо сделать звонок, и CRM-система мне сказала сделать, и в этом ее польза. А я оперирую ситуацией, что мне надо людей из состояния получили информацию, перевести в состояние, осознали потребность, перевести дальше в состояние, получили выгоды, осознали выгоды, которые мы им даем. И вот представьте, что у нас 13 тысяч людей в CRM-системе, да, и каждого какое-то состояние, и мне надо как-то каждого человека сдвинуть. Никакой Excel, блокнот и так далее не даст вам понимания того, что происходит между вами и рынком. А CRM-система это дает. То есть ты можешь прийти в компьютер свой со своей головой и решать задачи, именно двигать людей по цепочке. Это очень сложно понять, когда ты, не знаю, не старался анализировать продажи, воронка продаж или карта клиента, не выстраивал такие современные инструменты. Но я пытаюсь для людей, которые, в принципе, как я когда-то, да, такие понятные, может быть, я сложно и муторно объясняю, извините, пожалуйста, но идея, на мой взгляд, CRM-системы в том, что ты получаешь новый инструмент, новый взгляд на это. Хорошо, то есть, если сильно-сильно упростить, да, 7 лет назад, или когда мы начинали. Сложно сказать. Извините, пожалуйста, я не хотел сложно сказать. Когда мы начинали, у вас не было, часто приходит к нам с CRM, да, головная боль. У меня не знаю, вводят клиентов, или я не знаю, что происходит с текущими сделками, не могу построить отчеты. Правильно ли я тебя понял, что у вас не было, какой-то такой конкретной, 1, 2, 3, не знаю, сколько-то понятных проблем, которые вы собирались решать? Вы просто понимали, что вам глобально что-то не так, но что конкретно не понимали?
Или вам хотелось вырасти на следующий уровень, как ты говоришь? Ну, опять-таки, давайте тут уже перейдем к такому разрезу, что когда мы говорим «вы», вот мы часто с менеджерами, я этот вопрос обсуждаю, вот мы говорим, вон клиент, он то-то, то-то, то-то. Так. Нету клиента одного человека. Это набор мнений. У нас там, как понимаешь, не я на тот момент менеджер компании принял решение, что давайте заплатим деньги для того, чтобы у нас был CRM. Я был инициатором. То есть суть в том, что это такая как бы размазанная по нескольким людям решение, и каждый человек, у него своя ценностная система. В принципе, было там 3 человека, наверное. Руководитель отдела продаж, я как менеджер и там владелец компании, которые участвовали в этом решении. Но владельца компании, наверное, было достаточно сказать, что нам для того, чтобы повысить продажи, нужно CRM, и 2 человека говорят «надо». Не такие это большие деньги, что там не полбюджета, да, надо годового отдать. Для руководителя отдела продаж, он видел, может, какие-то там реальные упрощения, улучшения. Может, ему не хватало какой-то информации, и он подумал, что это будет. А может, нет. Может, он также мыслил более стратегически, мне сложно сказать. А я просто у меня было некое образование, в том числе экономическое, и я понимал, что нужно продажами управлять. Это вещь, которой ты должен управлять. Опять это очень умная фраза. Как бы простой пример-то такой привести? Да достаточно, мне кажется, ты просто объяснил, что сделка – это не просто некий самоорганизованный или произвольный процесс, а действительно процесс, который можно управлять. Коллеги, смотрите, поделюсь опытом. Достаточно длительный срок занимаясь продажами, я вот только недавно понял вообще, что такое сделка. Поделись откровением. Когда мы внедряли CRM-систему, благодаря тому, что ваш подход, он позволяет сделать облегающий костюм, да, то есть когда CRM подстраивается под клиента, а не клиент под CRM, или компания, бизнес под CRM. То есть мы построили таким образом, что немножко упростили и сделали сделку таким неким атрибутом, который позволяет автоматизировать процесс. То есть мы там фиксировали всегда товар, и договоры, и коммерческие предложения у нас автоматически были с этим товаром, а коммерческие предложения даже автоматически генерились. Такую функцию мы сделали. Но сегодня, как руководитель маркетинга, я понимаю, что мне не надо автоматическую генерацию коммерческих предложений слишком сильно. А что мне надо, это мне надо провести связь от рекламы в интернете или где-то до конечной продажи. И это позволяет сделать сделка. Я должен, пришел человек с какой-то хотелкой, и я поставил на него ярлык, номер. И это и есть сделка. А дальше в этой сделке я уже начинаю фиксировать некую историю. Что, откуда пришел, что он хотел, с какого бизнеса, какие у него потребности, что мы ему предлагаем, как он на это реагирует. И дальше мы смотрим результат. И я тогда что могу сделать сегодня? Во-первых, я свою рекламу могу оценить и каналы, куда мне тратить деньги, что мне приносит продажи, а куда не надо тратить. И середину процесса я могу понять, что на этом этапе мы уступаем конкурентам. На этом этапе человек не понимает, почему он нас должен купить. На этом этапе ему нужно было дать рассрочку или И это тебе позволяет понять CRM. Да. А Excel? 13 тысяч человек. Нет, Excel, если вы программист и свяжете 20 Excel-таблиц в один модуль, и вы напишите свой CRM. Окей, какие проблемы? Я как раз это и хотел сказать, что, на мой взгляд, именно CRM позволяет сделать именно управление, разделить производственный процесс. Но фишка в том, продажи что на управление. Я сказал 13 тысяч человек, но даже их когда 100, все равно 100 в этом году, 100 в следующем году, даже посмотрите, нас снимают камеры и так далее, это услуга, которую мы можем потреблять. Почему бы мне сегодня не продать услуги видео людям, которые 10 лет назад со мной общались? И как я ему продам? Этот звонок, алло, здравствуй, а купи, мы с тобой общались. Отличный подход, если ты гениальный холодным звонков. Но ты же можешь на основании той истории, которая у тебя была, понять, что это за человек, что ему надо, что для него важно, что ему не важно, и предложить именно то, что его зацепило. А помните, вы хотели так-то, так-то сделать. У нас появились новые инструменты, которые прям отлично в это бьют. Для этого нужно это все фиксировать. А еще это, если мы сразу 100 людям пошлем,
А еще как бы вот, ну, если мы нормально это все проанализируем, и автоматом, то это просто автоматом будут заявки вот просто вот делаться, понимаете, да? И, ну, поэтому вот такая история. Ладно, можешь ли ты сказать, ну, все-таки возвращаясь, хотел какой-то конкретики, если она есть? Давайте. Да, ну, вот, например, то, что ты говорил, длинная сделка. Вот насколько я помню, когда мы входили в проект, основная, ну, по крайней мере, руководитель говорил о том, что проблема в том, что, да, сделка там длится годами, мы уже забываем, кому что мы предложили, да, с кем мы конкретно общаемся, потому что люди меняются в компании, плюс они переходят с компании в компанию, но при этом заказывают ваши услуги, ну, товары. И нам все это нужно фиксировать. Вот я помню такую головную боль. Какие конкретные головные боли у вас были до внедрения CRM? Какие конкретные головные боли у вас были 7 лет назад? Ага. Типа Ты того. Помнишь, какие у тебя головные боли были? Одну я точно помню вашу. Длинные. Ну, я не могу сказать, что это... Ну, нас не напрягает длинная сделка. Мы нормально, для нас это норма. Знаете, вот для марсиан там у них температура не очень, но для них это норма. Вот. И в этом смысле, ну, мы просто понимали, что так как сделки длинные, и людей мы хотим, чтобы было много всегда, то надо просто копить информацию. Вот. Но... Ну да, то есть система позволяет не то, что ее сохранить, а ее структурировать. То есть разделить на полочки. Вот есть человек, вот конкретно с этим человеком я по этим вопросам общаюсь, вот такие документы и так далее. Ну, чтобы вы понимали, насколько это ценно, мы как-то поставили на много миллионов долларов оборудования, и люди мне звонят и говорят, вот смотрите, результат, он некачественный. Вот это какая-то ерунда. Ну, типа, вот все, как бы, что хотите, то и делайте, решайте вопрос. А как оказалось... 7 месяцев назад, когда они приезжали, мы с ними делали тесты, и они настояли актик составить. И мы зафиксировали, что вот этот материал режется с таким качеством, причем по их инициативе. А я уже и забыл. Я открыл CRM, ну что, и вижу, у меня там акт о результатах. И я смотрю прям то, что вот они мне в качестве претензий предлагают, они это видели и зафиксировали в акте. Ну, соответственно, я вот ребята, я должен решать, что для вас хорошо, или вы? Соответственно, ну вот вы это знали, что вот будет то с таким качеством, и говорили, что норм, это вообще офигенно. А сейчас, ну, видимо, кто-то другой пришел и сказал, это не офигенно, это вот, ребята, не устраивает. Не знаю, как решать такие вопросы, когда вы покупаете машину Lamborghini, а человек приходит и говорит, вы знаете, она что-то низковатая. Ну да. Ну вот как с этим бороться, я не знаю. А вы как-то выбирали или вот был я и все, и ладно? Ну... Мы как-то выбирали, конечно. Как была тактика, и мы придерживались. Да. Нет, я помню. Но, наверное, это правильно вот пойти по такому пути, что мы выбирали не CRM, а партнера. Вы же понимаете, что история CRM это, не знаю, это лифт в здании, где здание – это ваш бизнес. И здание будет расти, и если а вы хотите, чтобы оно будет расти, то есть лифт надо будет постоянно увеличивать. На мой взгляд, люди – это вот самое важное. То есть в этом смысле я так порадовался, что ты как раз занимаешься этой системами. Вот. Но в этом смысле надо понимать, что если бы я мы друг другу не обязаны были, и несмотря на то, что у нас дружеские отношения, часто деловые мешают дружеским отношениям. И если бы был вариант людей хороших, таких же, инициативных, и которые мне не друзья, я бы с ними начал работать, потому что я бы их к ногтю прижимал, там, как-то деньгами демпинговал и так далее и тому подобное. Вот. А с тобой просто пришлось хорошие отношения выстраивать. И, кстати, это тоже важно, что в маркетинге, в продажах, когда вы заказываете какие-то услуги, очень важно человек, который вникает в ваши задачи. Потому что он эксперт в чем-то, а вы, бывает, не совсем. И вот если он вникнет, он реально может сильно помочь и оптимизировать. Хотя бы правильно заданные вопросы, вот как я с тобой недавно обсуждал оптимизацию систем, ты мне задал правильные вопросы, и я много понял для себя. А что мне действительно надо в результате, я понял, и вот в этом смысле скорректировал свое движение. Поэтому выбирали мы не CRM, а выбирали мы людей, и пока довольны. Тут я хотел добавить, да, что извините за рекламу. Важно с точки зрения вот этих отношений действительно устраиваться как клиента к внедренцу, так и в обратную сторону должны быть нормальные отношения, чтобы вам клиент мог рассказать какие-то реальные свои головные боли, а не какие-то формальные вещи, чтобы было видно, и вы на каком-то условно человеческом или честном, что ли, уровне могли слышать друг друга, понимать друг друга, и можно было вот этими вещами делиться. Потому что когда идет очень формальный проект,
всем тяжело, много лишних каких-то действий, телодвижений, совещаний, ТКС и прочей ненужной ерунды, вместо того, чтобы просто сесть спокойно, обсудить, что реально нужно, где проблемы, где нет проблем и так далее. Ладно, вернемся к следующему вопросу. Как проходил проект внедрения? Ну, то есть, имел в виду, какие были сложности, как другие менеджеры восприняли? Не было с их стороны, может быть, какой-то ревности? В каком-то журнале я читал статистику о внедрении информационных систем, и что-то там 95% неудач на самом деле. В CRM я читал про 80% проектов. Ну, в целом информационных систем. Да, наверное. Вот. Ну, чтобы вы понимали, вот станки сзади нас стоят, мы периодически сталкиваемся с ситуацией, когда человек, и у него раньше в час 2 детали делал, а теперь надо 2000. И он этим недоволен. И периодически такие истории приходят, а чего станки ломаются постоянно? Понятно, что есть внутренний саботаж, когда люди не хотят напрягаться. Давайте честно поймем, все мы вышли из Советского Союза, особенно большие производства, и по рамках современного мира это динозавры. Это неповоротливые люди с менталитетом определенным и так далее. У нас, коллеги, я всех уважаю, есть свои динозавры, они очень ценные люди, но вообще очень сложно жить, постоянно меняясь и перестраиваясь. Ты только наладил... Все хотят стабильности. Да, только четких функций, да, и не дай бог ты мне скажешь что-то еще делать, да. Особенно это между отделами, а почему я это должен делать, а не они. Все знают эту ситуацию, она, я думаю, универсальна для любой компании. И тут приходит такой молодой мальчик и говорит, вот у нас есть информационная система, а давайте вы теперь будете еще доп. Работу делать, учитывать то-то, то-то. Но я это понимал. И поэтому ту систему, которую внедрили мы сначала, она была локализована. То есть там участвовали только отдел продаж, и все были безумно рады и счастливы, что у них теперь есть удобный инструмент. А потом я подключил туда сервис. Есть свой скрип и скрежет, но я опять-таки иду по принципу минимизировать на них воздействие, и чтобы им минимальная работа была, максимум каких-то автоматизированных процессов. Но надо пример того, что нам это дало. Опять же, возвращаясь к этому станку, мы проанализировали количество ремонтов гарантийных, и мы поняли, что у нас сейчас больше 2500 станков таких работает. И в год мы ремонтируем по гарантии единицы, не десятка даже, единицы. Качество. Это для лазера нормально. И суть в том, что если мы так мало занимаемся ремонтом, очевидно, что мы можем продлить гарантию. И то есть реально мы внедрили CRM, посчитали сервисные работы и поняли, что мы можем получить конкурентное преимущество на рынке, больше гарантию. Да. То есть одно дело слова, вы знаете, а мы делаем надежное оборудование. Они нет, а мы да. А другое дело цифра гарантии. Такой тоже результат внедрения CRM. Да, это скрип. Я заставил людей каких-то, заставил в кавычках, да, предложил, они все нормальные люди, меняемые люди, и, соответственно, они фиксировали работу сервисной службы. Сейчас у нас вообще база, мы вообще понимаем, что происходит с нашими клиентами, как станки себя ведут, и, это нам опять-таки позволяет думать над новыми конкурентными преимуществами. Я 2 вещи скажу. Первое, то, о чем мы говорили тоже в других видео, еще раз обратите внимание, на то, что можно внедрять локально. Сделали в одном отделе, потом постепенно другой отдел, который уже будет видеть, как это работает, да, и будет более лояльно относиться к системе. С другой стороны, немножко, так сказать, поработать адвокатом дьявола, но ведь можно было и по-другому посчитать количество ремонтов. У вас есть заявки на ремонт, ремонтная служба могла сказать, наше количество заявок на ремонт в год. Кто это должен сделать? Наверное, руководитель ремонтной службы. Еще раз. Руководитель ремонтной службы должен в прайс-листе увеличить гарантию на станок? Нет, ответить на вопрос, сколько у нас было ремонтов за год. А кто его задаст? То есть CRM вам помогла правильные вопросы даже задать? Или увидеть? Отдел продаж посмотрел продаж. И сделал. Он даже сервис не спрашивал, понимаете? Он пришел к директору и говорит, у нас есть конкурсы, тендеры, нам нужны конкурентные преимущества. Я вижу, что происходит с сервисом. С сервисом, окей, давай увеличим гарантию. Так. Руководитель, как нет, давай. Мы ничего не теряем. У нас все равно не ломаются. Вот в чем история. То есть фишка в том, что смотрите, я маркетолог, да, не продажи, но
маркетинг и продажи очень тесно переплетены, поэтому будем считать, задача наша, вот как маркетинга и продаж, увеличивать конкурентные штуки. Мы должны откуда-то делать. Но мы сами ничего не делаем. Мы не делаем железяки, ни софт, ни так далее. Все, что у нас есть, это вот эти ребята за спиной. И если он мне не придет и не скажет, я придумал охрененную штуку, я не могу ее человеку, клиенту представить, правильно? Я не могу написать, вы знаете, у меня есть кран, он 1 миллиард тонн поднимает. Это круто, у меня сразу все такие краны будут покупать, но мне этот человек не сказал. И если у меня есть система, которая мне показывает, что мы делаем и как мы живем, ну, вот без участия вот этого постоянно. Не, я могу как бы за кофе узнавать, что, оказывается, у нас новые функции появились и так далее, и о них писать. Ну, или какие-то там митинги устраивать периодически. Но вот в данном случае вот конкретное конкурентное преимущество я получил только потому, что есть система учета. Я не спрашивал отдела сервиса, хочет он давать мне отчет, хочет он собирать эту информацию или нет. И так, ну, мы с тобой, в принципе, ну, понимаем, что CRM-система – это автоматизация каких-то процессов. И она может, ну, в данном случае с Шугой, если мы говорим, Шуга Сьют, она же как бы может в любую сторону уйти. Там, в документооборот, в производство и так далее, и так далее. Ну, если как заказчик поймет, что сделано. Вот. Ну, хорошо, тогда по-другому. Давай, может быть, можно ли сформулировать, что это дало вам, как компании, по ролям? Ну, типа менеджерам по продажам, руководству, не знаю, сервисменам, ну, и интересно, на самом деле, ты владельцам. Ты можешь мне сказать, что тебе дало высшее образование? Вот ты мне примерно такой вопрос задаешь. Что тебе дало CRM? Это другой уровень управления процессами. Так. Очевидно, что мы продаем больше, но мы не прожили эту жизнь. Не только ради этого. Мы не прожили эту жизнь без CRM, чтобы сказать, мы продаем больше настолько. Да? У нас нету вот, ну, ситуации, что мы эти 10 лет прожили без CRM и с CRM, и сравнили, понятно, и так далее. Ты не можешь сказать, что бы с тобой было, не будет у тебя высшего образования. Не могу. Поэтому ты не можешь, ну, в цифрах оценить, что тебе это дало. Нет, ну, в цифрах, окей, неизмеряемо, но в каких-то, может быть, качественных характеристиках. Не знаю, там скорость подготовки отчета было 5 часов, стало 1 час, не знаю, там еще что-нибудь подобное. Ну, количество людей. Мы как бы большая компания, мы лидеры на рынке, но у нас очень мало бизнес-аналитики, отчеты нам не сильно нужны, мы стараемся там минимизировать бюрократию, слово вспомнил. Вот. Поэтому, ну, можно считать, что как бы каждый мы стали независимы от человека. То есть у нас нету привязки менеджер-клиент. И, ну, вот представьте, вот у нас там сотни, тысячи в реальном времени, сотни, не тысячи клиентов в реальном времени, которые прямо сегодня вот обсуждают решение о покупке. И людей у нас десяток, которые, соответственно, с ними взаимодействуют. И если я ушел в отпуск, это не значит, что клиент не работает. Другой человек снял трубку, и, ну, вот у него вся история. Телефонные переговоры и так далее. И, ну, надо понимать, что мы опираемся на такие вехи, документы, коммерческое предложение, там еще что-то. Вопрос, вы знаете, а нам скидку обещали, не проходит, потому что, ребят, ну вот документ. Ну и вот, кстати, прослушка разговора. Да, в секунду разговор. Ну, записи нет, наверное, нет, но просто хотя бы факт. Вообще, хороший руководитель отдела продаж слушает разговоры менеджеров. И не с точки зрения, ах ты такой-то, а с точки зрения, ну, они обычно опытные люди, и в продажах больше понимают, особенно когда молодой сотрудник, он корректирует. Он его таким образом, ну, то есть это отличный способ расти. Ты делаешь, тебе говорят недочеты, ты еще раз делаешь, опять недочеты, вот, слушают. Вот. У нас, в принципе, все менеджеры опытные, и руководители не слушают звонки, но звонки, ну, часто, вот именно взаимоотношения с клиентами. Поймите, что вот мы что-то обсуждаем, что было год назад, полгода назад и так далее и тому подобное. И вопрос ситуации, а мы думали, что будет то-то или это так далее, она ну, всплывает периодически. И в этом смысле звонки и так далее помогают. А я с тем человеком говорил, он мне то обещал, опять-таки. Так, но на мой взгляд, это очевидные вещи. То есть, вот, очевидно для тебя, потому что ты уже прошел этот путь несколько раз и обновлялся вот именно, и так далее. Именно не очевидно, что вы можете понять, что у вас вот этот менеджер, он просто плохо разговаривает. Понимаете? Вот вы можете там, условно говоря, настроить аналитику такую и не увольнять его, а просто курс заказать, как продавать, как с людьми общаться. А есть какие-нибудь, может быть, более интересно, какие-то конкретные, не знаю, примеры по менеджеру, то есть бесфамильно, или по клиентам? Вот как был очень прикольный кейс по поводу того, что там отбились от иска, не отбились от иска, а, по крайней мере, показали бумажку с актом по качеству, может быть, что-то подобное, скорее в продажах, но конкретнее. Есть просто несколько примеров, потому что общие слова, они тяжело воспринимаются, они какие-то частные примеры, вы же понимаете, что,
ну, как бы каждое письмо, каждый документ, каждое это и так далее, вот они все фиксируются в CRM. И, ну, ситуация такая, что вы что-то сделали, заключили договор, поставили оборудование, а потом клиент может быть недоволен. Ну, если вы что-то одно делаете, два, это как бы редкость. А если вы Google и Apple или АвтоВАЗ, или, ну, кто-то такой, у вас тысячи, просто, ну, процент вероятности всегда в какой-то момент вот они сведутся к какому-то недовольному клиенту. Это понятно. Да. Вот. И в этом смысле, ну, вы всегда будете иметь защиту. То есть вот все вот задокументировано, запротоколировано. А если вы виноваты, опять-таки это нормально, ничего страшного. Но вы, как сказать, вот сейчас производство системы прослеживания вводится для того, чтобы понять конкретно, какой станок делает не так. Вот там всякие коды там и так далее. А здесь все понятно. Вот если у нас что-то не... Вы, ну, либо клиент недовольный остался, либо вот такой вообще сам расклад, вы не продали. Почему вы не продали? А потому что вот было такое письмо, которым вы некорректно что-то написали. Или, ну... Вот сейчас у нас, предположим, есть такая история. Смотрите, у нас есть, мне вчера менеджер рассказал, есть у нас системы там автофокуса, назовем их так. И вот менеджер говорит, да, у нас есть системы автофокуса, они там работают, но они не всем нужны. То есть это вещь такая специфическая, вот, они не дешевые и не всем нужны, поэтому мы как бы в базу ее не включаем. А в результате там прошла конкурентная работа, и ну, покупают не у нас. Спрашивают, почему, а у вас же нет автофокуса. Как нет автофокуса? И фишка не в том, что он что-то невнятно сказал, а в том, что мы это все поняли, и теперь как бы, ну, на каждом угле будем писать, у нас есть автофокус. Вот, мы поменяемся в этом смысле. И, ну, почему мы это знаем? А потому что вот есть данные, то есть вот есть результат, человек не покупает, есть эта штука, и, ну, вот дальше звонок, и ну, можно менеджера поругать. Ну, менеджер, вот, пожалуйста, я в письме написал крупными буквами. Соответственно, мы меняем, ну, уже маркетинг. Вот, это такой пример. Но я думаю, у каждого вот есть ситуация, где, а если бы мы что-то смогли из истории поменять, ну, если бы то было, а если бы я ему тогда то-то сказал, ну, да, то тогда так далее. Вот, поэтому, ну, вот само накопление данных в CRM-системе по всем каналам, звонки, почта, ну, просто какие-то взаимоотношения личные бывают. Мы это все фиксируем. А у нас же еще есть там тесты, мы результаты обработки фиксируем, видео, фото процесса результата. Мы это все фиксируем, и ну, это как бы база. Без этого мы не можем жить, потому что, ну, это то, на что мы опираемся. А вот если выключить CRM, через сколько будет недовольство или как вы проживете? Сможете ли вы прожить? Все просто как бы начнут покупать у других. Мы просто этого мы даже этого не заметим. То есть мы, ну, опять-таки, вот представьте, 100 компаний вот сегодня принимают какие-то решения относительно нас. И, ну, мы выключили учет вот того, что с ними происходит. Но у человека в голове будет, ну, опять-таки, там, почта, как бы, имейл. Ему, если ответили на письмо, которое он отправил, то он как бы работает. Если не ответили, то, ну, значит, как бы он забыл. И не важно, ну да. У нас менеджеры перегружены, они не успевают качественно полностью обрабатывать людей. Там. Ну, мы, с другой стороны, не надоедаем нашим клиентам, но в то же время как бы и можно было проактивнее. Вот. Без CRM-системы мы точно активнее не стали. Ну, у меня вопросы закончились. Давайте я спрошу. Давай. Ну, скажи, пожалуйста, вот эта история как бы с автоматизацией бизнеса, с внедрением CRM-систем. Все же понимают, что это рынок, да? В смысле Ну, рынок, то есть такой, вот есть много компаний, которые делают CRM-системы. Да, конечно. И опять-таки все понимают, что приходит в сторону удешевления. Китайцы нас говорят, что все должно быть дешевое. Есть проблема, в том числе и софт. А такой вопрос, вот насколько людям, ну, вот для нас, вот глобально этот вопрос всем, насколько людям нужен хороший, качественный продукт? Ну, это риторический вопрос. Людям нужен хороший, качественный продукт, точка. Есть просто условно бесплатные сервисы, есть, которыми ты там воспользуешься, да? А есть, ну, вот твой продукт.
Который не очень дешевый, да, есть. Почему не дешевый? Относительно, да, тут сложно понять. Ты да. как бы просто для себя решил, что мы за 3 копейки делать ничего не будем. Понятно, что как бы вы специалисты, и ваше время то что-то стоит. Вопрос как бы другой. Куда мы катимся? Мы практически во всех отраслях, за исключением, наверное, медицины, и такой катимся глобально в сторону лишь бы носки, предположим, никто не зашивает, да? Не зашивает носки, да, нынче. Да. Я сейчас задаю вопрос. Мне кажется, что у бизнеса есть будущее, если у него хорошая CRM-система. Знаешь почему? Заголовок. Знаешь почему? Почему? Потому что ты будешь такой же, как человек рядом. Если ты будешь пользоваться этим онлайн-сервисом дешевым, ты будешь такой же. Ну да, это справедливо. Онлайн... За счет чего ты будешь его побеждать? Ты более смазливый, ты более, не знаю, И, в то же время все приходят туда. Нет, я согласен с тобой, я тоже часто говорю, что, на мой взгляд, все продукты, которые как готовы идут, даже не столь важно, сколько они дорогие или дешевые, я скорее понимаю, что если он готов, он скорее более дешевый. Это именно ты становишься таким же, как все. Ты не сохраняешь свое конкурентное преимущество, уникальность своих процессов. Потому что на чем ты зарабатываешь, почему ты можешь продавать дороже, например, или быстрее, или что-то. У тебя какие-то более иначе выстроенные процессы. В чем-то у тебя есть отличие от конкурентов, за счет которого ты побеждаешь в том или ином тендере или в продаже. Сложно простыми словами формулировать, да? Нет, не сложно. По-другому еще раз. Простое, индивидуальная CRM-система позволяет сохранить твое отличие. Простыми словами это так. Как ты хороший пример с костюмом, да? Это как в ателье тебе подогнали костюм. Да, ты можешь купить себе хороший итальянский костюм, он будет нормально сидеть. А оно нужно, это отличие? Нужно? Конечно. Без него, ты совершенно правильно сказал, что без него невозможно выходить на некие следующие уровни. Без него невозможно продавать лучше, больше, эффективнее или сохранить это преимущество, да, доставлять пиццу за 30 минут. Предлагать более правильное питание, если я знаю, что ты вегетарианец, и ты заказываешь мне еду. Последний пример. Давай. Вчера вебинар слушал. Люди ходят в салон, делают всякие штуки. И мы, салон красоты, в смысле? Да. Ага. И мы фиксируем, кому что. И мы понимаем, что брови надо делать через 2 недели, это через неделю и так далее. И мы просто автоматом шлем. Знаешь, что они шлют? Они шлют фотку бровей и говорят: пора. Это клево. Они почему так делают, именно такой штукой? Потому что это работает. Нет, это действительно клево звучит, и мне кажется, что это позволяет им вернуть клиентов очень эффективно. Канал продаж офигенный. Да. Спасибо за внимание. Спасибо. Давай. До встречи. Мы побывали в гостях у нашего клиента компании «Лазерный центр». Вы услышали собственных уст, как это происходило, что было хорошо, что было плохо, и как реально CRM помогла внедрить и повысить продажи. Если у вас тоже есть такие задачи, во-первых, мы будем рады помочь, безусловно, так что смело звоните и пишите нам. Во-вторых, в описании к подкасту будет ссылка на демо-систему, где вы бесплатно, быстро и сколь угодно долго можете смотреть различные примеры, экспериментировать, вникать и действительно проверить, убедиться в том, насколько вам нужна CRM, какая вам нужна CRM, все это взять и реально попробовать. Спасибо за внимание.